Доброе утро, 24 июня, топаю на курсы. Сегодня начну отправлять свои резюмешки с мотивационными письмами. Что-то такое хочется, какую-то семейную найти компанию, не глобальную, небольшую, а именно маленькую семейную, какую-то интересную. Ну, пока не знаю еще, что там есть. Я, в общем, пороюсь по вакансиям, посмотрю приблизительно, что за конторы. И, возможно, просто по Google Maps поищу, что у меня здесь есть рядышком, чтобы далеко не ездить. И что мне может быть интересно по направлению. И туда попробую отправить. Почему хочу как бы по месту? Ну, понятно, чтобы меньше было езды там каждый день и так далее. Ну, хоть практика обычно недолгий срок, несколько недель максимум. Ну, все равно хочется время зря в дороге не терять. Это во-первых. А во-вторых, почему семейную? Ну, потому что, я думаю, в глобальных компаниях фактор человеческий намного меньше. Больше, мне кажется, будут действовать какие-то процедуры, стандарты и так далее. А в моем случае и я, наверное, могу что-то научиться, и как бы меня могут разглядеть в более такой обстановке, скажем так, семейной, когда людей меньше и принимающих решения тоже, и они как бы обычно сидят напротив тебя, а не где-то там в другом городе в кабинете. Ну, какие-то такие мысли. Так, ну, короче, закончились мои курсы сегодня. Я еще домой не шел. Стою на балкончике. Хочу записать свежие эмоции. В общем, сегодня было довольно интересно. У нас появился новый парень. Эта организация, которая ведет курс, выписала помощника себе русскоязычного, потому как не вывозят они нашего брата. Попросили помощи именно для русскоязычных курсантов. Вот. И парень социальный педагог, он из Молдовы в детстве переехал, и немецкий знает в идеале, и русский знает отлично. Ну вот, и он с самого утра пришел, нас познакомили там всех с ним, и мы с ним немного поболтали. Я ему рассказал, в принципе, что тут происходит, там рассказал о моих успехах типа и целях на этот курс и вообще ситуации. Ну, он немного попрозревал как бы из того, что тут творится. Ну, я так по нему вижу, не то, что он там говорил, в общем-то, ну, короче, по лицу видно. Вот, и рассказал он мне там кое-какие нюансы, что как писать можно и так далее. Вот, и я потом успел проанализировать, значит, некоторые организации и выбрал пока что одну, в которую я напишу, вернее, уже написал мотивационное письмо. И вот он перед самым концом прочитал мне его, сказал, что в принципе все окей. Единственное, я попросил показать этому поляку Тадеушу, но кое-что исправил, там брал о том, что я там интенсивно учу немецкий. Как бы говорит, это же неправда, ну конечно. Вот, ну, мне это писал чат GPT, соответственно, он там постарался. Вот, это мы убрали, и в принципе письмо это готово. Завтра с утра планирую показать его Тадеушу и, наверное, уже в эту организацию отправлю. Вот как-то так. Такие новости по курсам. Погода так себе, ветреная, дождя пока нету. Сейчас домой пообедаю и пойду на прогулку. Короче, я сегодня гулял, но видео не записывал, потому что разговаривал со своим старым знакомым с Украины. На работе мы работали вместе. Парнишка молодой, там, я не помню сколько лет ему, ну, короче, что-то там слегка, наверное, за 30. Вот. Ну, и что-то давно мы с ним на связи не были, это он в Телеграм мне постучался. В общем, мы созвонились, он рассказал, как у него дела, и как у меня дела. Ну, в общем, некогда было там писать разговоры, тем более я гулял по такому маршруту, где ветрено. Небольшая была прогулка, километров 6, там что-то такое. Вот. Ну, такой, конечно, неприятный осадок от этого разговора. Он успел за это время родить ребенка, годик девочке. И сейчас там в регионе этом у них сегодня даже, это в Днепропетровске, сегодня даже там, 17 человек уже погибших по поезду прилетело. Вернее, прилетело почему-то рядом с поездом, ну и зацепило крепко этот поезд. Одесса-Днепр, по-моему. Такое, в общем, не знает он, что дальше, как быть, за ребенка переживает. Но пацан очень грамотный, по моей оценке.
В общем, насколько я его знаю, он с головой дружит. И что-то он собирается, короче, Украину покидать, наверное. Не знаю. Так вот поговорили. Что да как. Даже не то, что покидать. Ну, в общем, перспективы он не видит. Ну, я же ему, соответственно, со своим анализом насыпал там тоже еще негатива, скажем так. Короче, расстались с чувством нехорошим на душе. Ну, то есть мы не поссорились, ничего, ну, в общем, и он, может быть, ожидал там что-то хорошее услышать, и я, но в итоге ушли в полном негативе друг от друга. Ну, там на днях еще созвонимся, может, как-то это полегче пойдет общение. Ну, а в целом, да, конечно, ситуация в Украине ухудшается. Ухудшается и будет ухудшаться. Ладно, что-то такие, короче, мысли. До завтра.